Думаете, в Европе больше не осталось запретных мест? Думаете, все древние ужасы давно стали музейной историей, аккуратно упакованной в учебники? Вы ошибаетесь. В самом сердце одной из самых красивых лагун мира, всего в нескольких километрах от туристической открытки под названием Венеция, существует остров, о котором предпочитают не говорить даже местные рыбаки. Он зеленый, тихий, старые кипарисы качаются над водой, а красная колокольня поднимается над руинами, как будто это обычный забытый монастырь. Но этот остров – Павелья. И если верить историкам, археологам и тем немногим людям, кто решался приблизиться к его берегу, половина земли здесь состоит из человеческого пепла. С воздуха Павелья выглядит почти идиллически. Лазурная вода Венецианской лагуны мягко обтекает зеленый клочок суши. Кусты олеандра, заросшие тропинки, старые каменные здания, медленно разрушающиеся под солнцем и ветром. Если смотреть издалека, это место похоже на райский остров, забытый временем. Но стоит узнать его историю, и идиллия исчезает. В 1348-м Европа столкнулась с катастрофой, которая изменила континент навсегда. Это была эпидемия, вошедшая в историю как черная смерть. Чума уничтожала города быстрее, чем люди успевали хоронить мертвых. Власти Венеции приняли жестокое решение. Всех, у кого появлялись симптомы – кашель, кровь, черные опухоли на коже, немедленно отправляли на остров Павелья. Без суда, без надежды. Лодки с больными приходили сюда каждый день. Иногда вместе с ними привозили и здоровых людей, тех, кто просто жил рядом с зараженными. Остров превратился в нечто вроде чашки Петри для чумы. По оценкам историков, здесь погибло более 160 тысяч человек. Когда места для могил закончились, тела начали сжигать прямо на земле. Пепел смешивался с почвой. Со временем сама земля острова стала серой, как будто пропитанной смертью. Но история острова Павелья на этом не закончилась. Спустя столетия, когда чума ушла из Европы, остров снова решили использовать. В 1922-м здесь открыли психиатрическую больницу. Официально для лечения пациентов, неофициально для экспериментов. Главным врачом стал человек по имени доктор Джорджио Ванелли. По воспоминаниям медсестер, он был одержим идеей изучить страх и безумие. Пациенты рассказывали, что ночами доктор поднимался на старую колокольню и слушал тишину острова, а потом начинал проводить процедуры. Лоботомии, электрошок, операции без анестезии. Один из пациентов позже утверждал, что доктор говорил ему: «Ты слышишь их? Они все еще здесь». Со временем персонал заметил странные изменения. Доктор начал жаловаться на голоса. Он говорил, что слышит крики людей, умерших во время чумы, что остров – это ящик Пандоры, полный душ. А затем произошел инцидент, который навсегда закрепил за островом Павелья репутацию проклятого места. В 1930-м доктор поднялся на вершину колокольни больницы. Свидетели рассказывали, что он выглядел как человек, который пытается убежать от чего-то невидимого. Перед тем, как прыгнуть, он якобы закричал: «Они не дадут мне уйти». Он упал на каменный двор. Некоторые говорят, что он умер мгновенно. Другие утверждают, что перед смертью он шептал, будто остров забрал его душу. После этого больницу закрыли. Официально из-за плохого состояния зданий. Неофициально из-за слухов. Сегодня остров Павелья официально закрыт для посещения. Итальянские власти запрещают высадку на остров. Местные рыбаки обходят его стороной. Они говорят, что ночью иногда слышен звук колокола. Проблема в том, что колокольня разрушена уже почти 100 лет. Если вы стоите на лодке в лагуне и смотрите на этот остров сейчас, вы увидите только руины. Старые кирпичные стены, окна без стекол, заросшие коридоры больницы. Но если ветер меняется, можно почувствовать странный запах. Смесь соленой воды, влажного камня и старого пепла. А иногда абсолютную тишину. Ту самую тишину, которая бывает только там, где когда-то умерло слишком много людей.